Всем большой привет, меня зовут Лада, и добро пожаловать на YouTube-канал «Любимое дело». В этом видео по многочисленным просьбам показываю, как я рисую картину на деревянном донышке. Это обычная вязальная деревянная донышко с большими отверстиями. Уж очень мне такие донышки полюбились в работе. Впоследствии его буду оплетать газетными трубочками, буду делать панно, но видео чуть позже выйдет, а плетение здесь только рисование. Кстати, в описании под видео я оставляю ссылку на магазин ВКонтакте, где можно приобрести вот такие донышки, причем разных форм, разных размеров и по вашим индивидуальным заказам. Донышко готовлю к работе, шкурю его, чтобы не было никаких заусенцев, чтобы поверхность была ровная, гладкая и краска хорошо легла. И грунтую. Грунтую обычно такие донышки белой акриловой краской, но здесь для экономии я взяла белую эмаль для радиаторов. Практически такая же акриловая краска, те же свойства имеет. Делаю я это для того, чтобы впоследствии краски хорошо ложились, не тускнели, не сильно впитывались в эту поверхность, и картина выглядела более живой. Наносить краску на поверхность можно и с помощью кисти, а можно и с помощью вот такого валика. Причем валиком мне понравилось больше всего это делать. Краска наносится очень-очень равномерно, нет никаких разводов. После того, как донышко высохло, приступаю к росписи, то есть к рисованию уже непосредственно самой картины. Беру акриловые краски следующих цветов. Итак, на палитру выдавливаю темно-желтый, красный, зеленый, небесно-голубой и ультрамарин. Еще понадобится белая акриловая краска или белила титановые, или вот как я использую белую эмаль для радиаторов. Вот на этой палитре я все это буду смешивать. Для этого я беру кисточку с жесткой щетиной. Кстати, покупала я ее в строительном магазине, и начинаю я со светло-желтого цвета, то есть я темно-желтый на палитре смешиваю с белым, получается очень-очень бледный желтый цвет. Я немного ускорила сам процесс рисования, но я думаю, что будет понятен принцип. Здесь я начинаю рисовать что-то типа закатного солнца. Начинаю со светло-желтых оттенков, наношу краски на середину поверхности донышка, ну, приблизительно в том месте, где предполагается солнышко. И следующее добавляю красные оттенки, параллельно растушевываю. Здесь, чтобы цвета смешивались, я добавляю белую акриловую краску. С помощью нее очень хорошо смешиваются цвета прямо на самой картине, прямо на поверхности. Принцип рисования заката. То есть у нас в середине самое светлое пятно, и вокруг этого светлого пятна у нас начинаются наслоения более темных оттенков. То есть для этого я беру уже красный оттенок, красный цвет, и начинаю постепенно его вводить. Но, конечно, границы обязательно нужно растушевывать. Либо кисточкой отдельной, либо можно пальчиками. Ну, в общем, все идет в дело. Здесь я решила параллельно уже наметить низ. Низ картины у нас будет поле, причем там, где даль, поле светлее, кажется, то есть это светло-зеленые какие-то оттенки, смешанные с желтым и с белым. А там, где поле у нас находится ближе к нам, там оно уже начинает темнеть. Далее намечаю небо. Для этого я беру небесно-голубую краску, очень мне она нравится, смешиваю с белым. Немного добавляю ультрамарина, чуть-чуть белого для облаков можно добавить. Конечно, если вы смотрите это видео впервые, то, возможно, если вы сейчас возьметесь рисовать такой сюжет, то, может быть, у вас ничего не получится. Или получится чуть отдаленно и не то, что вы хотели, потому что в любом деле нужна тренировка, нужна практика. Я тоже не сразу научилась так рисовать. Я училась, пробовала краски, пробовала смешивать разные оттенки между собой, пробовала наблюдать, пробовала повторять. И вот такой результат, который вы видите, это дело практики. Поэтому не бойтесь пробовать, наблюдайте, смотрите, учитесь, наблюдайте, как играют свет и тень, наблюдайте, что вдали, какие оттенки вблизи.
Сейчас я практически все одновременно рисую, где небо добавляю больше ультрамарина, белой акриловой краски, растушевываю, формирую вот такие небольшие облачка, где солнышко добавляю больше красных оттенков, как будто бы такие лучи красные, и на поверхности красный смешивается с желтым, получается оранжевый оттенок, вот эти оттенки играют между собой, беленького тоже добавить можно. Ну и где поле, соответственно, там, где оно дальше от меня и ближе к солнышку, там уже совсем светлые оттенки, то есть белый с зеленым и с желтым. А вот там, где поле ближе ко мне, я уже добавляю более темные цвета, коричневый, например. Здесь коричневый цвет как отдельный цвет я не беру, я его замешиваю из тех цветов, которые у меня имеются на палитре. Ну, как я показывала, да, желтый, красный, зеленый, ультрамарин и голубой. А как я смешиваю коричневый? Смешивается он очень просто, это красный и зеленые цвета. Чуть желтого еще можно добавить, причем если вы желтого добавите больше, то получится светлый коричневый цвет. Если вы добавите в эту гамму ультрамарина, получится темный коричневый цвет. Поэкспериментируйте с этим. Ну тут я уже в процессе кисть поменяла. Здесь у меня также кисть с жесткой щетиной, но более круглая. Еще хочу добавить, что не надо все растушевывать, что вы наносите на поверхность. Я наношу вот такими мазками. Мне кажется, это интереснее смотрится, потому что мазки, они придают такую большую натуральность, большую природность, как будто это что-то такое неравномерное, волосатое, травянистое. В общем, интересно, на мой взгляд, смотрится. Ну и в этом кадре я больше дорабатываю поле, добавляю темно-коричневый цвет. То есть это тот цвет, который получился путем смешения красного, зеленого, желтого и ультрамарина. Ультрамарина совсем чуть-чуть добавляйте, не нужно много. Ну а у кого есть уже готовый коричневый цвет, конечно, используйте его. Если у вас в готовом виде коричневый цвет, например, охра или же сепия, сепию можно использовать, очень классный цвет. Когда я покупала акриловые краски, я уже изначально выбрала себе ограниченную палитру для того, чтобы научиться смешивать цвета между собой, получать дополнительные какие-то интересные оттенки. Мне так нравится. Ну а если у вас более расширенная палитра цветов, то, конечно, используйте уже готовые варианты. Вот так у нас получается. Сейчас мы будем заниматься самым-самым передним планом. Для этого я меняю кисточку на кисточку с более длинным ворсом мягким. Это синтетика, вроде называется кисточка Линер. Если я не ошибаюсь, если не так, то поправьте меня в комментариях. Беру коричневую краску и сейчас рисую вот такие травинки. Причем там, где травинки расположены ближе к солнышку, к светлому, к светлой части картины, там эти травинки рисуются самым-самым светлым коричневым оттенком. То есть можно коричневую краску разбавить водой, чтобы она была совсем-совсем бледненькая. Можно также белой акриловой краской ее разбавить, ну, прям чтобы вот такое ощущение, как будто лучи солнышка слепят на эти травинки и немного, так сказать, их ослепляют перед нашим взором. Вот где травинки ближе к солнышку, мы рисуем светлым-светлым коричневым цветом их. Там, где они уже отдаляются от солнышка, цвет становится более насыщенный, более коричневый, и, соответственно, травинки уже более такие яркие получаются. Ну и последний кадр. Здесь на травинках я рисую, я даже не знаю, что это такое, соцветия, наверное, какие-то. Ну, в общем, мне так захотелось как-то выделить эти травинки, что как будто бы это вроде цветочков, что ли. И, соответственно, также на тех травинках, которые очень-очень бледно нарисованы, то есть ближе к солнышку или солнечные лучи их ослепляют, также вот эти соцветия, они рисуются очень-очень бледным коричневым, можно даже где-то желтоватым, где-то таким оранжевым их выделить.
И можно их даже растушевать. То есть я наношу эти соцветия и пальчиком снимаю лишнюю краску, как бы растушевываю. Таким образом, ощущение, как будто бы действительно солнечные лучики ослепляют и как бы закрывают своим цветом вот эти травинки. Ну, соответственно, где травинки уже дальше от солнышка, там они более оформленные, более темные. Здесь можно нарисовать не только вот такого рода травинки, но и какие-нибудь другие в виде зонтиков соцветий, например. В поле такая травушка очень часто встречается, либо лишь очертания каких-либо цветочков, например, ромашек, либо маков, либо еще чего-нибудь. Можно нарисовать вдалеке какие-нибудь деревья, но учтите, чтобы они не имели слишком много деталей. Все, что у нас вдали, имеет лишь очертания. Все, что вблизи, уже имеет больше деталей, больше фокусировки на себе, соответственно. Если мы нарушим это правило, то у нас нарушится правило восприятия, то есть нарушится принцип близко-далеко. И чтобы сохранить этот принцип, мы должны помнить все, что вдали, оно имеет лишь очертания. Все, что вблизи, уже имеет больше деталей для наших глаз.